Ну что, вот уже 5 месяцев, как Джумбери Силагава лежит в могиле, сыновья его осиротели, а вы все за повседневными заботами его забыли, потому что в Фейсбуке вам никто ничего не подсовывает, новую информацию, что и требовалось доказать. Но я не забыла Джумбери Силагаву. Для меня те методы манипуляции, которые на очернение его имени бросила наша доблестная полиция совместно с так называемой прессой, родней подозреваемого и тысячами ботов, напомнила 2019 год. Интересно и грустно наблюдать, как народу подсовываются вбросы, народ на них клюет, хватает их и расшаривает, не задумываясь, кто за всем этим стоит. Так что посмотрим, как развивается ход событий после столь бурного сентября 2023 года, о чем мы рассказали в первых 2 частях. А сейчас наступил период информационного затишья. Заголовков подозреваемых, которого мы будем называть специфическим или особенным патрульным, исчез. Этого и ждали заинтересованные лица. В тишине как-то веселее обстряпывать свои делишки. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Но все же информатор к концу года решил вспомнить о некогда нашумевшем деле. Оказалось, ту самую полицейскую жилу, что вела себя как базарная баба при совершении своих обязанностей, допустили к работе, как ни в чем не бывало. В соцсетей она, правда, ушла, решила не светиться, а скорее всего ей так посоветовали. Любовь к животным она тоже не демонстрирует, как это было раньше. А вот наш специфический патрульный, обвиняемый в умышленном убийстве, находится во время следствия всего лишь под домашним арестом, да и то под ночным. Но и это ему не нравится, потому что он же не может заступать тогда на суточное дежурство, за которыми страшно соскучился. И он хочет вернуться в патрульное, как и его подружка Жила. Отметим, что домашний арест для подозреваемого в умышленном убийстве звучит странно, чтобы не сказать дико. Вот, наприклад, свіжак. ДБР повідомило про підозру курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра, яка видурила понад 800 тисяч гривень на сайті знайомств. Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, а судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто, курсантку, естественно, вытурили из вуза и запроторили в СИЗО всего лишь за мухлёж. Некому за девушку заступиться, вот и сидит она за решеткой, не посчастливилось ей охмурить ректора и нанять соответствующего адвоката. Кстати, о врачах. Защитник особенного патрульного рассказал информатору, что у них сейчас 2 дела. Одно там, где обвиняют водителя авто, а второе дело, где подозреваемым является его подзащитный патрульный. Если говорить об этом глобальном деле, то там идет досудебное расследование, и, скорее всего, в конце января оно будет завершено. И вот уже есть решение судьи от 23 января, и надежды адвоката не оправдались. Термін досудового розслідування подовжили до 29 лютого, откуда мы узнаем, что этот год високосный. Соответственно, домашний арест тоже продлен до 29 лютого. Особенному патрульному запрещено, какой шкандаль, залишать житло з понеділка до п'ятниці, період доби з 24 години до 5 години ранку. Но загвоздка в том, что особенный патрульный не ровня какой-то мошеннице-курсантке, которая грустит в СИЗО, хотя никого и не убивала даже. Он требует вернуть его на ночные дежурства. Но следователи пока начеку. Они видят, что как-то так начальство особенно тепло относится именно к этим своим патрульным, которые сгубили Силагаву. Какая-то там загадка в этих отношениях, и может на суде даже она и откроется. Исследователи подали клопотання про подовження відсторонення підозрюваного від посади. И нам интересно обратить внимание, что пока следователи стоят на своем, утверждают, что подозреваемый діяв з метою умисного заподіяння смерті особі 10,
Следователи укорили судебную систему в том, что судьи сами же и довели до этого клопотания, потому что 27 ноября поддались чарам особенного патрульного и изменили ему круглосуточный домашний арест на ночной, в связи с чем он получил возможность вернуться на службу. И пришлось следственному судье 30 ноября отстранить подозреваемого от должности патрульного. Вот вы понимаете, сколько хлопот приносит специфический патрульный следователям и прокурорам. Прокурор поддержал следователя и попросил продолжить отстранение от должности в пределах срока досудебного расследования. Опять же посмотрим на формулировки прокурора и будем за ними и дальше внимательно следить. Обычно прокуроры словами не бросаются. Так вот, он подчеркнув, що патрульний підозрюється у вчиненні умисного, особливо тяжкого та тяжкого кримінального правопорушення, пов'язаного з а. позбавленням життя особи, б. перевищенням влади та службових повноважень. Короче, следствие и прокуратура пока держатся, судебная система 50-50. Но при всем этом особенный патрульный недоволен своим положением и этим даже ночным домашним арестом. Он попытался разжалобить судью, чтобы тот проникнулся к его горькой доле и объявил во всеуслышание, что сейчас ему приходится влачить жалкое существование у відділі забезпечення діяльності управління патрульної поліції. І через відсторонення він не має можливості одержувати надбавки та доплати. И здесь мы поставим запятую и удивимся, а зачем нужны особенному патрульному эти надбавки и доплаты, если его семья очень даже не бедствует? Думаю, чтобы продолжать играть роль бедного несчастного патрульного. Мы же помним, как даже правозащитница Сигида словилась на эту удочку и поначалу кинулась его защищать бесплатно, пока не узнала, из какой он фамилии. Но все это не помогло. Судья понимает, что и так все красные линии по облегчению жизни подозреваемого в умышленном убийстве перейдены и продолжил отстранение его от должности тоже до 29 февраля. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Что касается подруги Силагавы Татьяны, то, слава богу, девушку оставили в покое все эти стервятники, называющие себя журналистами. В предыдущих частях мы видели, какие методы к ней применяли, как ее распинали на всяких идиотских шоу и в соцсетях, оказывали на нее психологическое воздействие. Завтра на ее месте можете быть вы, поэтому ознакомьтесь с первой и второй частями этой документальной драмы и распишитесь. Адвокат особенного патрульного уже не надеется, что Татьяну упекут в тюрьму. Он доложил информатору, что по этому делу материалы уже переданы в суд, и сложно сказать, понесет ли она наказание. Вот это слово «наказание». Наказание за что? За то, что девушка защищалась от беспредела странных днепровских патрульных. Так что делаем выводы, что пока что, ключевое слово, пока что, следователи и прокуроры ведут себя адекватно. Судьи такое. Иначе бы какой домашний арест подозреваемому в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами? Даже в кино такого не увидишь.